Всем привет! Сегодня мы рассмотрим тему композитов и узнаем, почему же данный вид пломбировочных материалов является настолько популярным у стоматологов. Композиты – это пломбировочные материалы, предназначенные для восстановления твердых тканей зубов и представляют собой комбинацию основных компонентов, таких как органическая матрица, неорганический наполнитель и поверхностно-активное вещество. Если говорить простым языком, то композит – это комбинация из компонентов. И в зависимости от сочетания этих компонентов определяются их физические, химические и рабочие свойства. Композиты применяются для прямых реставраций полостей 1-6 класса по Блэку. Прямой способ реставрации, для тех, кто не знает, это когда все манипуляции врач-стоматолог непосредственно сам делает. И непрямой способ реставрации – это когда часть работы уходит в зуботехническую лабораторию. Прямые реставрации различных дефектов некариозного генеза, например, клиновидный дефект, наращивание культи зуба под ортопедические конструкции, коррекция или изменение формы цвета и размера зубов, непрямое изготовление вкладок, виниров и шинирование зубов с армирующими лентами. Если вы смотрели мои прошлые видео, то знаете, что у всех пломбировочных материалов есть свои классификации, и, конечно же, композиты не стали исключением. И первая классификация, которую мы рассмотрим, это по способу отверждения. Композиты бывают химического отверждения, например, призма от компании Stomadent. Название этого материала не обязательно запоминать, это так, для общего понимания. Мы видим основную пасту, каталитическую пасту, и при замешивании происходит химическая реакция, и композит полимеризуется. И также композит светового отверждения, например, Garamonase от компании Care. Вторая классификация по консистенции выделяет жидкотекучие, например, Dentlight Flow. В принципе, жидкотекучие в конце очень часто вставляют именно Flow. Если нужно визуально определить, где жидкотекучий, то, как правило, это узкий шприц с канюлей. Композиты обычной консистенции, традиционные, они обладают уже средней плотностью. И композиты конденсируемые, у них уже высокая плотность. Третья классификация по назначению. Композиты бывают для пломбирования передних зубов, универсальные и для пломбирования жевательных зубов. Четвертая классификация, наверное, самая интересная, она самая информативная. Если ее запомнить, то в дальнейшем вы будете понимать, какой композит можно использовать в той или иной клинической ситуации. Если мы посмотрим на картинку справа, то мы увидим, как выглядит тот или иной композит под микроскопом. Этот рисунок я вставил для того, чтобы вы могли сравнить размеры частиц наполнителя. Например, в макрокомпозите будут крупные частицы, в мини частички будут уже поменьше, и в гибридном будет уже смесь из крупных, средних и малых частиц. Ключевой момент, который надо запомнить, это то, что свойство композита напрямую зависит от размера частиц наполнителя. И первой группой, которую мы рассмотрим, будут макронаполненные композиты. Размеры частиц от 8 до 45 микрометра. Макронаполненные композиты были представлены первыми на стоматологическом рынке и по сути являлись референсом для дальнейшего усовершенствования производителями композита как пломбировочного материала. Макронаполненный композит обладал частицами с большой нерегулярной и неточной формой. Из этого следовало, что он был относительно прочным, но отрицательных свойств было все же больше. Он был неизносостойкий, терял стабильность при нагрузке, и за счет того, что частицы были слишком большие, он очень плохо заполировывался. Следующим же витком развития было изобретение мини-наполненных композитов, размер частиц от 1 до 5 микрометра, и они занимали промежуточное положение между макронаполненными и микронаполненными. На картинке мы видим, что частицы стали меньше, но они все еще достаточно крупные. Отсюда вытекают отрицательные свойства, такие как плохая полируемость и недостаточная прочность. Следующим классом композитов будут микронаполненные.
Здесь размеры частиц намного меньше, от 1/100 до 0,4 микрометра. И на картинке мы видим маленькие частицы, значит, к положительным свойствам можно отнести, что композиты хорошо полируются и обладают достаточно хорошей эстетикой. Но так как у нас недостаток твердого наполнителя, это ведет к потере прочности. Но производители не растерялись и решили объединить макро-, мини- и микрочастицы, и тогда у них получился гибридный композит. Гибридные композиты соединили в себе положительные качества как макрофильных, так и микрофильных фотополимеров. В некоторых учебниках выделяют микрогибридные как подкласс гибридных, и следует сказать, что это один из самых популярных видов композитов в современном стоматологическом мире. Положительным свойствам микрогибридных композитов можно отнести хорошую эстетику, полируемость, прочность, устойчивость к отлому и универсальность. Что подразумевает под собой универсальность? Это значит, что данный вид композита можно использовать при реставрации как фронтальной группы зубов, так и при реставрации жевательной группы зубов. Но любой композит не является идеальным материалом, так и данный композит обладает параметризационной усадкой, которая может достигать 3-5% от объема. Наука не стоит на месте и изобретают нанонаполненные композиты. Они бывают двух типов. Наногибридные композиты, по сути это тот же самый микрогибридный композит, просто в него добавили нанонаполнитель. И есть истинный нанокомпозит, который состоит только из нанонаполнителя различных типов. На картинке номер 1 мы видим наногибридный композит, и на картинке номер 2 мы видим истинный нанокомпозит. Ярким представителем нанонаполненных композитов является Estelite Quick от компании Tokuyama Dental. К положительным свойствам можно отнести высокую эстетичность, материал хорошо выдерживает нагрузки, легко полируется и обладает характерным блеском. На этой группе композитов заканчивается классическое представление в стоматологии о композитах, и в дальнейшем уже изобретают армокеры. Армокеры, если расшифровывать, то это органически модифицированная керамика. Если говорить простыми словами, то по сути в композит добавили керамику и появился вот такой вот новый тип пломбировочных материалов. Если говорить о преимуществах, то армокеры обладают высокой прочностью, удобством и универсальностью применения и, конечно же, низкой усадкой. Если говорить о недостатках, то это эстетичность, она ниже по сравнению с композитами, высокая цена и малая изученность отдаленных клинических результатов. Касательно эстетичности, на самом деле, крутые реставраторы зачастую используют армокеры в своей практике. Примерно вот так выглядит реставрация армокером. И последняя группа, которую мы разберем на сегодня, это компомеры. В учебнике вы можете встретить определение, что компомер – это комбинация кислотных групп стеклоиномерных полимеров и фотополимеризуемых групп композитных смол. Если переводить на язык смертных, то компомеры – это композит плюс СИЦ. Компомеры сочетают свойства композитов и СИЦ, и к плюсам можно отнести удобство применения, эстетичность, цветостойкость, химическую адгезию к твердым тканям зуба, выделение фтора, за счет того, что у нас в СИЦ содержится фтор, обладает кариостатическим эффектом, хорошая биологическая совместимость с тканями зуба, это пункт тоже у нас от СИЦ. И к отрицательным свойствам можно отнести меньшую прочность по сравнению с композитами, меньшая износостойкость, а также полируются хуже, чем композиты. Один из ярких представителей компомеров – это Diract от компании Dentsply Sirona. И используют их для пломбирования всех молочных зубов. Это значит у нас используется в детстве, в детской стоматологии. Пломбирование третьих-пятых полостей постоянных зубов, пломбирование некариозных поражений, реставрация зубов после травмы, а также используется как базовая подкладка под композит при сэндвич-технике. Большое спасибо, что досмотрели видео до конца. Я надеюсь, представленная информация для вас была полезной, вы не зря потратили свое время. Наверное, материаловедение не является одним из самых интересных предметов стоматологии, но если вы разберетесь с ним на ранних курсах, то в дальнейшем вам будет намного проще. Отдельная благодарность всем тем, кто подписывается на канал и ставит лайки. Это мотивирует меня заниматься каналом. До новых встреч, увидимся в новых видео.